Всем привет, меня зовут Алена. Спасибо, что зашли на мой канал о вязании. Предлагаю вам связать кардиган оверсайз на пуговицах. Вязаный кардиган всегда актуален. Это стильное и практичное решение для прохладных дней. Благодаря свободному крою кардиган подходит для разных типов фигур и возрастов. А удлиненная спинка на кардигане с простым узором из кос добавляет модели и оригинальности и делает ее современной и стильной. Этот кардиган станет отличным дополнением к гардеробу любой женщины, которая ценит комфорт и стиль. Итак, вяжется кардиган снизу вверх отдельными частями. Полочки вяжутся лицевой гладью и рукава тоже лицевой гладью, а спинка вяжется узором из кос. Спинка длиннее, чем перед, по бокам есть разрезы, вырез глубокий и 4 пуговицы. Планка у кардигана цельно вязаная, одна лицевая, одна изнаночная. Моя плотность не отличается от плотности в описании, поэтому ничего я не пересчитывала, вязала по инструкции. И плотность составляет 22 петли на 28 рядов. Это 10 сантиметров на 10 сантиметров. Вязала я спицами номер 4 и резинка на рукавах и внизу спицы номер 3. Вязала я из бобинной пряжи. Название Линсеймы Арт Кэшмай. Это итальянская пряжа в 100 граммах 1500 метров. Вязала я в 5 нитей. Это смесовка, мягкая и приятная пряжа. Здесь в составе 20% кашемир, 5% шелк, 5% ангора, 15% меринос, 15% вискоза и 25% ПА. Текстовое описание я оставлю в своем телеграм-канале и в закладке сообщества на канале YouTube. Вязала я на размер S, но он достаточно широкий, может подойти и на размер M, если кто-то не любит очень большой оверсайз. В описании также приведены размеры от S до 3XL. Если вас заинтересовал данный кардиган, пишите комментарии, понравился он вам, нет, будете вязать или нет. Мне очень важна ваша обратная связь, так чтобы понимать, нравится ли вам изделия, которые я вяжу и показываю, как их вязала. Начинаем наше вязание со спинки. На спице номер 3 набираем 167 петель и вяжем резинкой 1 на 1, то есть одна изнаночная, одна лицевая. Набирала я витым немецким набором. Как набрать таким набором, я записывала видео, вы можете перейти по ссылочке и посмотреть. Провязываем 11 сантиметров и в последнем изнаночном ряду резинки мы все петли провязываем изнаночными, и при этом мы равномерно убавляем 25 петель. После этого мы распределяем рисунок из кос и вяжем узором. Хочу отметить то, что в описании не учтены кромочные петли, поэтому если вы будете вязать по этому описанию, обязательно их добавьте. И распределение идет следующим образом. У нас одна кромочная, 2 изнаночные, 3 лицевые, 2 изнаночные, 3 лицевые. И так мы вяжем до конца ряда. Я провязала уже достаточное количество раппортов. И сейчас мне надо еще связать один раппорт, и я вам покажу, как вязать эти косы. Первый ряд у нас вяжется следующим образом. Как я уже сказала, как мы распределяем. Это кромочная, 2 изнаночные петли, 3 лицевые петли, 2 изнаночные, 3 лицевые. И так мы вяжем до конца ряда. При этом у нас в конце ряда должно остаться 2 изнаночные и 1 кромочная. То есть если вы набрали правильно петли, то у вас закончена работа должна быть вот таким же образом, как и начинается. 2 изнаночные и 1 кромочная. Провязываем первый ряд и провязываем второй изнаночный ряд, как смотрят петли. И в третьем ряду нам надо будет сделать вот эту вот переброску петель, чтобы сформировалась косичка у нас. Давайте вы провяжете самостоятельно первый, второй ряд и вернемся в третьем ряду.
Третий ряд вяжется следующим образом. Провязываем первую кромочную. Дальше смотрим по рисунку. 2 изнаночные петли. И работаем с 3 петлями, которые у нас в виде косички идут. Первую петлю мы снимаем, не провязывая. Следующую петлю мы провязываем лицевой петлей. Далее мы делаем накид и еще одну провязываем петлю лицевой петлей. Получается у нас 4 петли на спице. И первую петлю, которую мы не провязали, мы должны протянуть через нее все эти 3 петли. То есть мы захватываем за переднюю стенку первую петлю и протягиваем все 3 петли, которые у нас есть. И у нас получается такая вот переброска. Дальше у нас 2 изнаночные. И давайте еще раз повторим нашу косичку. Первая петля снимается. Вторая петля провязывается лицевой. Дальше делается накид. И следующая петля провязывается лицевой петлей. Дальше мы протягиваем эти 3 петли через снятую петлю. Подхватываем за переднюю стенку и вытягиваем 3 петли. Свободненько, не стягивая, мы вяжем так до конца ряда. Опять 2 изнаночные, сняли, лицевая, изнаночная, лицевая, протянули. Это у нас третий ряд. Следующий 4-й ряд мы вяжем все петли, как смотрят по рисунку. Накид у нас здесь получается провязывается изнаночная. И дальше нам надо будет еще провязать 5-й и 6-й ряд. Мы тоже их провязываем, как смотрят петли. На этом наш раппорт заканчивается. И как видим, здесь только одно единственное действие. Вот это вот перебросочка, перекидка петель. Несмотря на то, что узор такой легкий, смотрится классно. Я провязала на нужную мне длину. Для моего размера это 58 сантиметров. И теперь надо делать плечевые скосы. Давайте посмотрим в описании, как расписано по поводу плечевых скосов. Так, для плечевых скосов через 58 сантиметров, это мой размер, от начального ряда закрыть с обеих сторон в каждом следующем втором ряду 12 раз по 6 петель и 4 раза по 7 петель. Это для моего размера. Если у вас следующий размер М, то берется данные в скобочках. Для следующего размера берется вот эти вот данные до следующей скобочки и так далее. Вот скобочки это еще один размер, без скобочки следующий размер. После того, как я убавлю 12 раз 6 петель и 4 раза по 7 петель, у меня должно получиться 42 петли. И для следующих размеров тоже мы видим количество петель, которые должны остаться после закрытия всех петель для плечевых скосов. Итак, давайте приступим к закрытию петель. У меня на канале есть видео, как закрывать петли без ступенек. Но сейчас с вами провяжем пару рядов, я покажу и в этом видео. Итак, закрываем в первом ряду 6 петель. Закрываю обычным способом. Раз, два, три, 4, 5 и 6. Закрыли с этой стороны, и дальше мы вяжем по рисунку. И одна изнаночная у нас остается, и мне еще надо ряд провязать, как смотрят петли. Вяжем до конца ряда
и переворачиваем на изнаночную сторону. С изнаночной стороны мы закрываем тоже 6 петель, но изнаночными. Первая кромочная у меня всегда провязывается, я в конце ряда ее снимаю, а в начале я ее провязываю лицевой. Вы вяжите так, как вы вяжете кромочные петли. Итак, у меня здесь лицевая петля смотрит, но я ее подхватываю за заднюю стенку, вот таким образом провязываю изнаночной петлей и протягиваю. Так, это у нас одна петля закрыта. Следующая у меня тоже смотрит как лицевая, я тоже ее как бы переворачиваю, делаю изнаночной, провязываю, закрываю. Это вторая у меня петля, третья, четвертая, пятая и шестая, тоже лицевая, я ее переворачиваю и провязываю как изнаночную. Дальше мы вяжем по рисунку, и мы вяжем до конца ряда, но последнюю петлю мы не провязываем. Я провязала все петли в изнаночном ряду и дошла до последней петли, которую я должна, не провязывая, снять. Нить при этом перед работой. Просто сняли и переворачиваем нашу работу на лицевую сторону. Теперь нам надо убавить, вернее закрыть опять 6 петель. Что мы делаем? Первую петлю, для того чтобы у нас не было ступеньки, мы должны провязать следующим образом. Вернее, мы не первую петлю провязываем, а через эту петлю мы протягиваем следующую петлю. Она у нас не провязанная, мы захватываем следующую петлю и вытягиваем, сбрасываем. И дальше мы уже делаем убавление. Это мы одну петлю закрыли. Дальше мы делаем закрытие 2, 3, 4, 5, 6. Так, смотрите. У нас получается нет ступеньки, мы закрыли следующие 6 петель и вяжем дальше по рисунку до конца ряда. По рисунку мне уже надо вязать перехлёст вот этот вот. Здесь у меня получается, что я могу это еще сделать. Если у вас будут захватываться петли из рисунка, то тогда просто провязывайте лицевыми. Если у вас полноценный идет еще раппорт, как бы, да, то мы вяжем по рисунку, снимается петля и протягивается. То есть здесь у нас еще выйдет рисунок. Вяжем дальше. Переворачиваем на изнаночную сторону и повторяем то же самое. Через вот эту вот петлю мы протягиваем следующую и делаем наше закрытие в изнаночном ряду. Это уже вторая петля, третья, четвертая, пятая и шестая. И таким образом мы повторяем наше закрытие. Я закрыла 12 раз по 6 петель и 4 раза по 7 петель. То есть с каждой стороны 6 раз по 6 петель и 2 раза по 7 петель. Здесь в описании немножко по-другому указывают вот это вот именно закрытие. Вы должны это тоже учесть. Так, оставшиеся петли можно закрыть. Я пока что решила их оставить открытыми. После того, как свяжу полочки, я уже потом решу, закрывать их или работать с открытыми петлями. На спицах у меня не 42 петли, а 44, так как я в начале видео говорила о том, что в описании кромочные петли не учтены, а я их добавила. Спинка у нас готова, и приступаем к вязанию полочек.
Начинаем вязание левой полочки. Набираем 90 петель на спице номер 3 и вяжем 6 сантиметров резинкой, 1 лицевая, 1 изнаночная. В последнем изнаночном ряду резинки мы будем убавлять петли, так чтобы у нас на спицах осталось 79 петель, и будем выделять планочку, так как у нас в этом кардигане планка цельновязаная. Итак, в изнаночном ряду первую петлю мы вяжем как лицевую, или она у нас идет как кромочная. И дальше нам надо 6 раз провязать 1 изнаночная, 1 лицевая. Считаем. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2, 3, 4, 5 и 6. Дальше мы вяжем 2 изнаночные петли. И следующие 2 петли нам надо провязать вместе изнаночной. У меня 1 изнаночная петля, 1 лицевая. Я лицевую петлю переворачиваю, возвращаю изнаночную петлю на левую спицу и провязываю вместе изнаночной. И дальше нам надо 10 раз провязать 5 изнаночных и 2 петли провязать вместе изнаночной. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 2 петли вместе провязать изнаночной. Это у нас раз раппорт. И так мы повторяем 10 раз. 1 раз сделали. Дальше опять 5 изнаночных. 4, 5. 2 петли вместе изнаночной. Лицевую я переворачиваю и провязываю вместе изнаночной. И так мы вяжем до конца ряда еще 8 раз, всего 10. Вяжем последний раппорт. 1, 2, 3, 4, 5 изнаночных и 2 петли вместе изнаночной петлей. И последние 3 петли мы провязываем изнаночной. Я кромочную снимаю всегда, поэтому я сделала именно так. Вы вяжите, как вы вяжете, вяжите изнаночной. Переходим на спицы номер 4 и вяжем. Я провязала лицевыми петлями, и сейчас у нас идет планка 13 петель, 12 из которых изнаночная, лицевая и 1 кромочная. Провязываем резинкой. Переворачиваем работу на изнаночную сторону, и вот эти вот 13 петель мы вяжем резинкой. Дальше у нас идет изнаночные петли. Я провязала 20 сантиметров, и сейчас уже надо начинать формирование горловины. Мы провязываем в лицевом ряду до последних 15 петель ряда. Из них 13 петель это резинка, а перед резинкой последние 2 петли мы должны сократить. И так мы делаем 4 раза в каждом втором ряду, то есть в каждом лицевом, и 12 раз в каждом четвертом ряду, то есть не в каждом лицевом, а через один лицевой ряд. Каким образом мы понимаем, сколько нам надо провязать? Мы считаем со стороны спинки кромочные петли,
Сколько у нас кромочных петель до начала формирования плечевых скосов мы отсчитываем, столько же у нас должно быть и на полочке. То есть если у нас с этой стороны убавления уже закончились, мы вяжем прямо до того момента, пока у нас не будет столько же провязано рядов, как и на спинке. Затем мы формируем плечевые скосы точно так же, как мы делали это на спинке. Далее нам надо будет провязать бейку горловины. К этому я еще вернусь. Давайте сначала провяжем первый ряд убавлений. Я вам покажу, как с этой стороны убавлять петли. И потом мы уже с вами встретимся после того, как свяжем самостоятельно полочку. Как я уже говорила, доходим до последних 15 петель перед резинкой планки. И вот эти вот 2 петли нам надо провязать вместе лицевой. Так как у нас на левой полочке надо сделать с наклоном вправо, то мы эти петли переворачиваем и провязываем вместе за передние стенки. У нас будет наклон вправо. Дальше мы вяжем резинкой. Затем мы переворачиваем работу, провязываем ряд без изменений, как смотрят петли. И в следующем лицевом ряду мы делаем точно такое же убавление петель. И таким образом мы делаем 4 раза. После этого мы через ряд делаем точно так же убавление. В каждом размере свои убавления, смотрим в описании и убавляем по вашему размеру. Итак, я сделала все убавки для выреза горловины. Маркерами я обозначала для того, чтобы было удобно, для того, чтобы не пересчитывать постоянно петли. И после того, как закончила все убавления для моего размера, дальше я вязала прямо, пока моя работа не составила 53 сантиметра. Через 53 сантиметра от начального ряда я закрывала со стороны проймы в каждом следующем втором ряду 6 раз 6 петель и 2 раза 7 петель. Так же, как и на спинке. У нас осталось 13 петель. Эти петли нам нужны для бейки горловины. И мы продолжаем вязать бейку резинка 1 на 1, пока высота детали в слегка растянутом виде не достигнет середины горловины спинки. Затем мы петли все закрываем, или можно оставить их не закрытыми и соединить планку с правой полочки можно по открытым петлям. Правую полочку вязать как левую полочку, но в зеркальном отображении. И нам надо будет выполнить на планке 4 отверстия для пуговиц. Как делаются отверстия, у меня есть на канале видео, вы можете посмотреть. Ну и я покажу, когда буду вязать правую полочку, как сделать на именно такой планочке отверстия. Правая полочка вяжется как левая полочка, но в зеркальном отображении. И на правой полочке надо выполнить на планке 4 отверстия для пуговиц, которые будут соответствовать пуговицам на левой полочке. Я отметила, где будут у меня пуговицы на левой полочке, и буду делать вертикальные петли без отрыва нити. И пуговицы у меня будут 2,5 сантиметра. Так как я буду делать вертикальные отверстия, то я отмечала маркерами именно это расстояние, которое будет у меня для отверстий. То есть для меня надо где-то 5 рядов всего связать. Высоту или длину вот этого вот отверстия. И давайте приступим к вывязыванию вертикальной петли. Такие петли хорошо подходят для цельно вязаных планок. Отверстия располагают на линии середины переда. Если мы вяжем горизонтальные петли, то мы немножечко от края отступаем. На 1 или 2 петли мы больше с этой стороны вяжем, меньше с этой. При вертикальной петле мы ровно посерединке делаем эту петлю. То есть отверстия располагают на линии середины переда,
то есть посередине планки. И длина разреза зависит от диаметра пуговицы. Итак, по лицевой стороне провязываем 6 петель. Последняя петля должна быть лицевой. Теперь вяжем столько рядов, сколько нужно для высоты отверстия. Вяжем вот на этой стороне. Мы переворачиваем работу и вяжем второй ряд. Мне надо всего связать 5 рядов. Первую петлю мы снимаем нить перед работой. Хорошенечко подтягиваем, чтобы петля не была широкой. Вяжем. Теперь вяжем третий ряд. Хорошо затягиваем петлю. Четвертый ряд. Первую петлю сняли и дальше вяжем нашу резинку. И вяжем пятый, последний ряд. Провязала. Теперь надо сделать столько витков, сколько у нас было лицевых рядов. В моем случае это было 3 лицевых ряда, поэтому я делаю 3 витка. Каким образом? Вот так вот. Против часовой стрелки. 2 и 3. Сделали 3 витка. И дальше мы вяжем, как смотрят наши петли. Тоже хорошенечко подтягиваем. И вяжем ряд до конца. Вяжем не только планку, но и основное полотно. Довязала ряд, переворачиваем на изнаночную сторону и вяжем до петли, которая располагается перед витками. Я довязала до петли последней, и последнюю петлю, она у нас расположена как лицевая, мы провязываем с витком вместе за заднюю стенку. Здесь немножко вам надо будет постараться, чтобы вытянуть петлю. Провязали, подтянули. И работу мы переворачиваем на лицевую сторону. Петля, которая у нас здесь образовалась, мы ее снимаем. Нить заводим перед работой и снимаем петлю. Дальше мы провязываем ряд до конца. После того, как мы провяжем ряд до конца, мы переворачиваем работу и в конце следующего ряда опять провязываем вместе виток и петлю. Провязала я лицевой ряд и изнаночный, дошла до последней петли и опять я провязываю последнюю петлю с витком за заднюю стенку лицевой. Снова переворачиваю работу и вяжу таким образом еще раз. До последнего витка провязываю последнюю петлю с витком лицевой за задние стенки и заканчиваем последний ряд, продолжаем вязать с этой стороны планку. Все,
Мы довязали до конца, у нас образовалось отверстие. И вяжем столько, сколько нам надо, через одинаковое расстояние. Хочу еще отметить, что сама петля по высоте должна быть не больше пуговицы. Вот у меня пуговица, я ее прикладывала, определяла приблизительно, сколько мне надо рядов связать. И петлю делала чуть-чуть меньше. Почему? Потому что свойство петли растягиваться есть. Если сделать петлю большую, то пуговицы будут выскакивать соответственно. Так, что мы делаем дальше? Мы вяжем еще одно отверстие и не забываем, что у нас через 20 сантиметров начинаются убавления. Мы делаем с этой стороны точно так же, как и на этой полочке. Рукава вяжутся следующим образом. На спице номер 3 набираем для каждого рукава по 53 петли и вяжем 7 сантиметров резинкой, 1 лицевая, 1 изнаночная. В последнем ряду резинки вяжем все изнаночными петлями и равномерно нам надо убавить 9 петель. Считаем приблизительно, через сколько петель должны быть убавления. Это приблизительно 5-6 петель провязываете, убавляете. У нас на спицах должно остаться 44 петли. И дальше мы будем вязать уже рукав, делая при этом прибавление для расширения рукава. Если это размер, который вяжу я, то для скосов надо прибавить с обеих сторон. Сначала первое прибавление в 3-м ряду 1 раз, затем в следующем 4-м ряду 4 раза по 1, я отмечаю маркерами. И дальше следующие прибавления у меня идут через каждые 6 рядов, то есть в каждом 6-м ряду 13 раз по 1 петле. И так вяжем мы до конца, пока наш рукав не будет 46 сантиметров. Через 46 сантиметров мы делаем окат рукава. Я провязала 2 ряда, и первое прибавление у нас в 3-м лицевом ряду. Провязываем кромочную петлю и провязываем следующую петлю лицевая. Теперь мы делаем прибавление из протяжки. Поднимаем вот эту вот протяжку на спицу, разворачивая ее вот таким вот образом и провязываем за переднюю стенку. Продолжаем вязать лицевую гладь до конца ряда, до последних 2 петель. И с этой стороны мы точно так же поднимаем протяжку, только мы накидываем на спицу не таким образом, а вот так вот. И провязываем эту петлю за заднюю стенку. Провязываем лицевая и кромочная. То есть у нас здесь получается наклон влево, а с этой стороны у нас получается наклон вправо. Не каждый любит сшивать изделия и прятать кончики, но я к этому отношусь спокойно, потому что это тот волнительный момент, когда вот-вот у тебя на руках будет уже готовое изделие. Поэтому я приступаю к сборке, и в первую очередь я выполняю плечевые швы. Плечевые швы я выполняю трикотажным швом. Здесь получается петля в петлю. Мы захватываем петлю на полочке и на спинке. Петля с полочки и петля со спинки. Таким образом мы пришиваем плечи,
Вот так вот подтягиваем, оно аккуратненько и красиво. Затем надо будет сделать шов бейки по открытым петлям. Вот здесь вот у меня не закрытые петли. Я их объединю. И затем нам надо будет пришить ее по краю горловины спинки. А петли на горловине у меня тоже отложенные. Их я не буду закрывать, а буду соединять петли к рядам бейки. Далее мы должны будем выполнить боковые швы и швы рукавов. Так как здесь нету у нас проймы, здесь по прямой все идет, то мы отмеряем, сколько у нас по выкройке. По-моему, там 19 сантиметров на мой размер. Отмечаем вот здесь вот маркерами, ставим маркеры. И что я делаю дальше? Я беру рукав, делю его на две части, нахожу серединку, нашла и начинаю пришивать рукав сначала вот таким вот образом, прикладывая его к спинке и к полочке. И начиная от середины я пришиваю сначала одну сторону, затем пришиваю другую сторону. И после этого, уже когда у меня пришиты рукава, я делаю боковые швы рукавов и делаю боковые швы самого изделия. Причем в этой модельке у нас полочки короче, чем спинка. Это тоже надо учесть. У нас боковые швы будут начинаться не с края, а немножко выше, вот отсюда. И вот на такое расстояние будет у нас спинка длиннее, чем полочки. Начинаем сшивать вот с этого места. Здесь будут как разрезы. Я довязала бейку и связала я 10 лицевых рядов. Почему я 10 связала? Потому что у меня здесь на спинке 42 петли. Если поделить на 2, то это будет по 21 петле. Одна кромочная петля состоит из двух рядов, лицевой и изнаночный. Если мы будем пришивать вот таким вот образом к петлям спинки, то у нас будет ориентировочно в одной кромочной петле 2 петли спинки. Поэтому я так и рассчитала. До середины вязания у меня 21 петля, и я провязала здесь 20 рядов. Если приложить бейку к петлям спинки, то мы видим, что это и есть половина, которую нам надо было провязать. Это предварительно я вяжу 10 лицевых рядов. Петли оставляю открытыми, а по мере сшивания края бейки к горловине спинки я довязываю то количество рядов, которое необходимо до середины спинки. Точно так же я довязываю бейку со второй полочки. Присоединив одну сторону бейки, когда я понимаю, что ничего не стягивает и хватает рядов до середины спинки, я соединяю между собой саму бейку. Это можно сделать при помощи спиц или крючка по открытым петлям, а можно закрыть петли и пришить детали. Можно методом 3 спиц, а я объединю при помощи крючка. Начинаем соединять с внешней стороны бейки, то есть вот с этой стороны мы будем соединять, но переворачиваем на изнаночную сторону и уже с изнаночной стороны объединяем планку. Для этого я переношу петли с обеих деталей на одну спицу поочередно. Первые петли с обеих деталей, потом вторые петли и так далее. Переносим так же, как они и лежат. Так как смотрят петли, так и переносим. Начинаем, захватывая первую петлю с одной спицы, захватываем первую петлю с другой спицы и переснимаем на третью спицу. И точно так же следующие петли.
Я перенесла все петли и начинаем объединение петель при помощи крючка. Количество петель должно быть одинаковым. Нам надо объединить по 2 петли, при этом закрывая их. Итак, берем крючок, подхватываем 2 первые петли и протягиваем ниточку через эти 2 петли крючком. Снимаем. Снятую петлю мы переносим обратно на левую спицу. И теперь мы подхватываем 3 петли. Первая, которая у нас уже провязана, и следующие 2 петли. Это получается с одной спицы и со второй, то есть 2 планок. И делаем то же самое. Протягиваем уже через 3 петли. Снимаем. Возвращаем обратно петлю. Точно так же мы заводим крючок в первую петлю, вторую и третью. Подхватываем ниточку, протягиваем через эти 3 петли. Снимаем. Возвращаем петлю. И таким образом мы так делаем до конца ряда. Мы объединяем петли, одновременно закрывая их. Я объединила все петли. Крючок я обычно беру на размер меньше. И обрезаем ниточку, протягиваем ее. Получился аккуратный шов, как с изнаночной стороны, так и с лицевой стороны. После того, как я объединила бейку, дальше я продолжаю соединять спинку с бейкой. Середина спинки у меня между вот этими 2 петлями, то есть у меня эта петля должна пойти сюда, на эту сторону, а эта петля уже должна быть с этой стороны. Вот середина у нас. Сейчас я покажу, за что мы должны подхватывать для того, чтобы соединить петли. Вот за такие перемычки, которые есть около кромочных петель. Обычно при сшивании изделий трикотажным швом мы подхватываем вот эти вот перемычки и протягиваем ниточку. Здесь у нас открытые петли, поэтому мы будем делать это таким образом. Подхватывая вот эту вот перемычку, мы протягиваем иголочку с ниткой. А с этой стороны предыдущую петлю, которую мы уже провязали, мы объединяем вот с этой петлей следующей, которая на левой спице, вытягиваем ниточку и сбрасываем. И дальше мы точно так же делаем. Следующее у нас идет, здесь у нас шов, мы его пропускаем и подхватываем следующую перемычку. Берем предыдущую петлю, которую мы только что провязали, подхватываем следующую с левой спицы и протягиваем нить. И таким образом мы пришиваем бейку к открытым петлям горловины. Давайте еще раз покажу. Протянули. Подхватываем предыдущую петлю. Подхватываем петлю с левой спицы. Протягиваем ниточку и сбрасываем. После пару стежков мы подтягиваем ниточку. И продолжаем сшивание. При таком сшивании получается очень аккуратно. И с обратной стороны не будет толстого шва. Если бы сшивали мы просто, если бы петли были закрыты. Я закончила пришивать бейку к спинке.
И ниточку выводим на изнаночную сторону и закрепляем. Так, что мы имеем? Плечи мы сшили, бейку мы пришили. Следующий этап — это пришивание рукавов и сшивание боковых частей. Рукава я пришиваю следующим образом. Располагаю детали вот таким вот способом и нахожу середину рукава. Объединяю маркером вместе с рукавом. И теперь я измеряю, сколько сантиметров у меня будет пройма. Так как я уже говорила, здесь она не вывязана, здесь по прямой все. Согласно инструкции, там 19 сантиметров я отмеряю. Это все приблизительно, потому что бывает иногда плотность чуть-чуть скачет туда-сюда, растяжение немножко другое. У меня вот получилось 20. То есть не обязательно точь-в-точь, как по инструкции, до миллиметра. У вас свое вязание, если вы попали в плотность, все у вас отлично, то 1-2 сантиметра тут большой роли не играет. У меня 20 сантиметров получается. Я отмечаю себе маркером эти 20 сантиметров. И точно так же с этой стороны мы отмечаем маркером. Для этого я от этого маркера до конца спинки считаю, сколько у меня кромочных петель. Столько же отсчитываю здесь кромочных петель и ставлю маркер. Вот в это расстояние мы должны вшить наш рукав. Сшиваю трикотажным швом. Отмеряю ниточку я таким образом, чтобы мне хватило не только на рукав, но и после того, как мы пришьем рукав, чтобы мне хватило еще на боковые швы. Поэтому у меня ниточка длинная, и когда я начинаю пришивать рукав, то начинаю с этой стороны, пришиваю. С этой стороны у меня должно остаться достаточно ниточки, чтобы я потом вернулась и начала отсюда сшивать в эту сторону. Когда мы пришиваем рукав к основному полотну, мы используем все петли рукава. То есть наша петля — это 2 стеночки, и мы ее подхватываем. А с этой стороны мы используем не целую кромочную петлю, а только половинку. Вот у нас есть здесь такая перемычка, которая объединяет 2 кромочные петли. Она состоит из как бы 2. Вот одна и вот вторая. Это 2 ряда. То есть мы одну петлю должны пришить к одному ряду, не к целой кромочной. Итак, мы подхватываем здесь за 2 стенки, вытягиваем ниточку. С этой стороны мы находим перемычки и подхватываем только одну из них. Один ряд. Вытягиваем. Следующую петлю подхватываем. Протянули ниточку. И забираем вот эту вот вторую половинку кромочной петли. Протянули. И подтягиваем. Получается, что у нас каждая петля рукава пришивается к каждому ряду полочки или спинки. Я пришила одну часть рукава. До маркера я не дошла. Маркеры у нас являются ориентирами, чтобы одинаковое было количество рядов как с этой стороны, так и с этой стороны. Мы изначально прикладывали ориентировочно и отметили маркеры, а здесь мы вяжем уже, вернее не вяжем, а соединяем уже петля в петлю, поэтому мы теперь видим полную картину, сколько у нас сантиметров получается пройма. Теперь мы берем иголочку, вытягиваем ниточку, ниточка остается у нас на сшивание боковых частей, и работу мы переворачиваем.
И будем сшивать сейчас вторую часть рукава. Здесь, как я и говорила, мы оставили какое-то количество нити. И начинаем сшивать точно так же, как эту сторону, только у нас теперь ряды будут с этой стороны, а с этой стороны будет петля. Начинаем наше сшивание. Здесь мы захватываем полную петлю, а с этой стороны мы находим соединение между кромочными петлями и берем только одну половинку. И продолжаем сшивать вторую часть рукава. Все, рукав я пришила. Сейчас я подтяну ниточку. Посмотрим, что у нас вышло. Все аккуратно, ровненько. Здесь изнаночные петли видны, которые перед косой. И до маркера тоже осталось какое-то определенное расстояние. Как я вам и говорила, это были маркеры как маячки. Так, теперь мы убираем эти маркеры. И начинаем сшивать рукав. Начинаем сшивать от резинки, доходим до этого места и отсюда уже пришиваем боковые части. Рукав мы сшиваем по лицевой стороне, точно так же находя перемычки между кромочными петлями и протягивая ниточку. Через определенное расстояние подтягиваем. И продолжаем дальше. Я уже начала сшивать боковые части. Боковые части легче всего присоединять, потому что здесь все по ровной и очень хорошо видно вот эти вот перемычки, за которые мы цепляем иголочку. Итак, вот у нас перемычка, мы ее зацепили, протянули ниточку, находим перемычку с этой стороны, протягиваем. И так мы на протяжении всей работы сшиваем изделие. В прямом положении просто их очень хорошо видно, и это не составляет труда. Немножко прошлись, подтянули. После того, как мы сшиваем изделие, мы проводим ВТО. Сейчас здесь и рядность немножко видна, и само изделие связано из бобинной пряжи. Бобинная пряжа имеет свойство покрытия какими-то средствами специальными для того, чтобы пряжа больше и дольше хранилась. Когда это все смоется, полотно совсем будет иначе смотреться. И посмотрим уже, когда будет все готово у меня. Всем желаю удачи и рада буду, если вы будете вязать по моим рекомендациям, по моим мастер-классам и делиться своими работами со мной. Мне будет очень приятно посмотреть, как вы свяжете такой же замечательный кардиган, как и я. На этом у меня все. Всем пока и ровных всем петелек.